Когда Елена возвращалась домой, было уже темно, но она смогла хорошо разглядеть собаку, лежавшую на обочине. К животному подошла еще одна женщина, создавалось впечатление, что она навещает собаку не первый раз. Елена спросила, не знает ли она, как животное здесь оказалось. Женщина сказала, что утром собака попала под машину, после чего отползла в сторону от дороги. Ползла собачка, используя передние лапы, задние просто безжизненно волочились по дороге. На шее собаки был обрывок веревки, возможно, на дорогу его выбросили хозяева, а может, он сбежал от людей, оторвав веревку. Людей пес боялся, старался не даваться в руки, словно не ждал от них ничего хорошего. Елена подошла к дороге и начала останавливать машины. На то, чтобы найти водителя, который бы согласился довести ее с собакой до клиники, у женщины ушло 2 часа. Один мужчина пошел навстречу, помог погрузить собаку в машину и довез ее и Елену до клиники. Елена позвонила нам, попросив помочь оплатить работу ветеринаров. Тогда мы не представляли, насколько серьезны повреждения у собаки. Джеки, так пса назвали в клинике, совсем не доверял людям. Попытки врача осмотреть его вызвали отчаянное сопротивление у животного. Ласка, изменить поведение собаки не помогала, удержать его во время осмотра также не получалось. Врачи сделали беспокойному пациенту укол, чтобы обездвижить его на время манипуляций. Обследование показало, что у пса сломан позвоночник и треснута грудная клетка. Врачи предупредили, что собака останется инвалидом, не были они уверены, сможет ли она справлять нужду самостоятельно после лечения, но первое время ее точно придется отжимать. У нас в городе нет передержки, где бы могли позаботиться о собаке с такими травмами. Найти дом для нее также кажется чем-то из области фантастики. На улице наполовину парализованная собака также не выживет. Уход ему нужен не только на период лечения, а до конца жизни. 2 суток Джеки жил в клинике, а Елена не прекращала искать для него передержку. Ей удалось сделать невозможное – взять песика на лечение согласились в Санкт-Петербурге. Будем надеяться, что пес поправится и у него все будет хорошо.